Тизер данного мода вышел больше 2 лет назад, а его разработка велась аж со времен выхода 1.16.5. Да, это тот самый Portal мод, обзоры которого вы наверняка уже видели на YouTube. Но большинство этих обзоров никак не объясняет, почему вы должны попробовать его прямо сейчас. Привет, я Нао, и давайте разбираться вместе. А пока вы не потеряли фокус внимания, напомню, что в моем телеграм-боте вы можете перевести любой мод или датапак на любой язык. Ссылка в описании. Для начала стоит понять, какие возможности дает этот мод. Нет, он не создает мир полный камер испытаний, и GLaDOS не добавляет. Он добавляет все ключевые блоки и предметы, необходимые для самостоятельного строительства камер испытаний, и механики оригинальной игры Portal, чтобы связать все это в единый увлекательный механизм. При этом все рассчитано на игру в режиме выживания и мультиплеер. Чтобы вы лучше понимали, о чем речь, давайте я сначала покажу все имеющиеся возможности мода. Очевидно, что ключевой элемент — это портальная пушка. Для ее крафта вам как минимум придется сходить в Nether, чтобы добыть незеритовый лом. Пушка позволит открывать связанные порталы, которые не только дадут вам преодолевать препятствия, но и сохраняют ваше ускорение, как и в оригинальной игре. Уже на этапе крафта портальной пушки проявляется любовь, с которой создавался данный проект. Размещение красителей слева и справа от нее сменит цвет создаваемых порталов, чтобы разные пушки не пересекались между собой. Краситель над пушкой позволит сменить цвет ее отделки, а цепь слева или справа заблокирует создание одного из порталов, что важно для испытаний с автопорталами, на которые мы посмотрим позднее. Размещать порталы при помощи пушки где попало, конечно же, нельзя, иначе не было бы челленджа. Вы можете размещать их только на светлых строительных блоках из мода, а также на некоторых ванильных, например, на бетоне. Вы просто посмотрите, как стилистика оригинальной игры упакована в Майнкрафт-блоке. У каждого материала тут есть полублок, ступенька и платформа. Платформы можно ставить горизонтально и вертикально. Наличие опоры зависит от того, была ли она уже поставлена, или от клика специальным гаечным ключом. Запомните его, он вам неоднократно еще понадобится. Если же ставить платформу на шифте, то она будет установлена в нижней позиции, что позволяет строить лесенки. Но и блоки тут, помимо свойства разрешать или запрещать установку порталов, дают возможность соединять свои текстуры при установке на шифте. Вы можете сделать это как вертикально, так и горизонтально. Помимо блоков, мод предоставляет аутентичную железную сетку и множество видов железных рам для оформления ваших камер испытаний. И последние, но не менее важные декоративные блоки мода — это вот такое предкамерное табло, каждый из индикаторов которого вы можете настроить гаечным ключом, лампы, имеющие небольшой выраженный объем и мерцающие при включении, радиоприемник, включив который можно услышать тихую музыку, и толкательные двери, которые пропускают игрока только в одну сторону. Все это позволяет разгуляться в оформлении, но без функциональных блоков не имело бы смысла. В создании и решении головоломок, помимо порталов, важнейшим элементом является куб. Здесь есть обычный грузовой, куб-компаньон и старинный куб с нижних этажей Aperture Science. Таскать их вы можете просто нажав английскую клавишу «И». Но если в ваших руках портальная пушка, вы сможете еще и бросать их левой клавишей мыши. Игрок может легко потерять свой куб при прохождении уровня, если уронит его в кислоту. А если упадет сам, то потеряет и жизнь. Причем выбраться из кислоты невозможно. Если с жизнями проблемы решаются точками возрождения, то для кубов есть вот такой раздатчик. Вы просто помещаете в него куб нужного стиля, и он производит копию, как только будет утрачено предыдущее. Сбросить его настройку можно двойным кликом гаечным ключом. Кстати, с ключом в руках вы не будете получать урон от кислоты и легко выберетесь, что очень полезно во время постройки камеры. И далеко не уходя от вещей, которые могут убить испытуемого, помимо бессердечной гравитации и токсичной кислоты, в моде есть турели. Они атакуют любых игроков и мобов в зоне их видимости, ограниченной 90 градусами. В режиме выживания их надо заряжать патронами, иначе турель будет безуспешно, но мило пытаться убить игрока. А если размещать их в режиме креатива, то их боезапас станет безграничным. При установке турели поворачиваются на равный угол, но более точный можно задать, устанавливая их на шифте. Пока у вас в руках есть гаечный ключ, они не будут вас атаковать, и им же можно их быстро демонтировать. Так что не допускайте попадения ключа в руки к испытуемым. Давайте уже наконец применим сверхспособности кубов. Для этого нам понадобится сверхкнопка, соединительный пунктир, который клеится даже на стены и потолок, а также пунктирный индикатор, который будет открывать дверь тестовой камеры, что является основной целью игрока. Кстати, без индикатора дверь будет работать как автоматическая. Сверхкнопку можно активировать, встав на нее, или положив куб, чтобы он подержал ее за вас. Самым популярным способом доставки кубов, очевидно, будет портальная пушка. Но у кнопки можно еще и сменить режим работы. Кликаем гаечным ключом, и она становится синей. Теперь не нужно держать ее после первого нажатия. А вот в желтом режиме она будет работать как переключатель. Немаловажным элементом схемы является пунктирный индикатор и счетчик. Индикатор открывает расположенную рядом дверь при активации пунктиром, но его можно инвертировать
активировать гаечным ключом. Счетчик выполняет ту же функцию, но действует некоторое время. Его тоже можно инвертировать, а на шифте изменить время, которое он останется активным. И оба этих элемента никак не взаимодействуют с редстоуном, что важно для того, чтобы не пересекаться с другими механизмами вашей камеры. Однако, если вам все же надо установить связь между редстоуном и пунктиром, вы можете использовать следующие два блока. Пунктирный выпрямитель передаст сигнал пунктира к редстоуну. Пунктирный преобразователь, наоборот, преобразует редстоун-сигнал в сигналы пунктира. Обоим можно сменить стиль при помощи гаечного ключа. Еще есть триггер. Кликнув по нему гаечным ключом, вы сможете задать любую область, нахождение игрока в которой послужит активатором. А если нужен не игрок, а куб или любая другая сущность, то кликом на шифте можно переключить режим. Посмотрим, как это работает в режиме обнаружения игрока. Когда я захожу в нужную область, найти ее, кстати, можно, имея ключ в руках, триггер испускает редстоун-сигнал в 1 единицу. Дальше вы можете подключить его к компараторам, к остальной цепи, или же при помощи преобразователя к пунктиру. Это позволит управлять камерой в зависимости от зоны, в которой находится игрок, добавлять эффекты и следить за прохождением испытания. Чуть не забыл рассказать вам про автопорталы. Они также активируются при помощи пунктира. Вы можете заблокировать создание второго портала пушкой игрока при помощи цепи. Потом взять ее в левую руку, гаечный ключ в правую и по правой клавише мыши связать пушку с автопорталом. Теперь испытуемый сможет создавать второй портал только путем активации. Так сказать, произошла экспроприация возможностей. Кстати, про экспроприацию. Если вам нужно отнять у игрока куб или удостовериться, что он не оставит открытым портал в камере, вы можете заставить его пройти через вот такое поле. Его можно расположить горизонтально или вертикально. И если это часть головоломки, то дать возможность выключить при помощи активации пунктиром. С основными активаторами и механизмами на этом все. Переходим к движению. Чтобы прохождение камер было разнообразнее и веселее, в моде есть несколько элементов, меняющих движение игрока. Отталкивающий гель подбрасывает его на равную высоту, которая зависит от скорости, с которой игрок соприкоснулся с гелем. То есть, если я бегу или падаю с большой высоты, меня будет подбрасывать выше, чем если я просто прыгну на месте. Энергия при этом не теряется, и я всегда подлетаю на то количество блоков, которое достиг при первом прыжке. Проталкивающий гель же занимается горизонтальным ускорением. Даже когда я просто иду, он постепенно ускоряет меня. Ну и последнее, панель веры, позволяет закидывать игрока в выбранную точку по настроенной траектории. Кликнув по ней ключом, вы открываете интерфейс, где можно задать цель, а потом изменить высоту подброса. Но будьте осторожны, слишком большая высота может убить вашего испытуемого, так что не забудьте выдать ему вот такие сапожки. Они защитят от урона при падении с любой высоты и с любым ускорением. Это, наверное, самый имбовый предмет из мода, что немного компенсируется крафтом из незеритового лома. Представьте, сколько всего можно сделать благодаря этим блокам и сохранению ускорения игрока порталами. Теперь, когда вы видели все возможности мода, мне будет легче объяснить, что не так с его восприятием во многих обзорах на YouTube. И, вероятно, в сознании тех, кто эти обзоры посмотрел. Они создают впечатление, что это очередной мод для мини-игр, просто стилизованный под известный проект и качественно выполненный, потому что концентрируются на результате строительства камер и на том, как аутентично они выглядят и весело проходятся. Но я не встретил ни одного обзора с точки зрения игрока, который будет эти камеры строить. И поверьте, вы получите не меньше кайфа и пользы от данного процесса, чем от прохождения испытаний. Конечно же, это надо пробовать самому, чтобы почувствовать то, о чем я буду говорить. Однако я все же попытаюсь объяснить словами. Выступая в роли строителя камер испытаний в этом моде, вы прокачиваете свои навыки дизайна уровней больше, чем где бы то ни было. Да, кто-то скажет, что при постройке карт на прохождение в ваниле вы тоже качаете этот скилл, но поверьте, это другое. В ваниле вам практически сразу придется разбираться в командах и редстоун-механизмах, если, конечно, вы не строите простой лабиринт. И далеко не каждый игрок сходу способен воплотить задуманное при помощи данных инструментов, что отжирает немалую долю времени при строительстве карты. Portal Mod же сразу дает вам все базовые механики и инструменты, чтобы начать с простого и двигаться дальше, по мере усложнения уровней. Сама игра Portal так и устроена. Там всего несколько core-механик, при этом весь остальной фан обеспечен разнообразным дизайном уровней, каждый из которых является головоломкой. И вот, вы ставите свою первую кнопку, даете игроку куб, и стартовый уровень готов. Дальше постепенно вводите новые и новые механики, усложняете дизайн уровня. И даже когда инструменты мода закончатся, вам доступны все остальные возможности игры и модов для нее. Вводите и комбинируйте любые механики, не ограничивая свою фантазию, при этом имея плавный вход в проектирование и возможность ни о чем из этого не думать, пока вы набираетесь опыта.
Да, мод вышел на 1.16.5, версию уже далеко не первой свежести, но авторы обещают портировать его на более актуальные, а также рассматривают порт на Fabric. Если это вас останавливает, следите за дальнейшими обновлениями проекта. Подписаться на них, кстати, можно у меня в Telegram-боте, но все же попробуйте построить что-то уже прямо сейчас. Если это ваше призвание, вы почувствуете. Я очень надеюсь, что проект будет портирован на 1.20.1, являющуюся самой богатой модами версией в истории, чтобы вы могли внедрять в дизайн своих испытаний большее количество других проектов. А если вы, как и я, любите Майнкрафт за то, как он развивает нашу креативность, то подпишитесь на канал. Огромное спасибо Дезерту за рекомендацию Portal мода. Увидимся в следующих роликах. Пока!